Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Ми в прямій трансляції, тому прошу вас бути активними, ставити лайки, підписуватись, писати свої запитання, конструктивні, адекватні. Ми будемо виносити в нашу розмову. Вітаю нашого гостя. Це доктор економічних наук Ігор Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 19, до 19% годовых. Также россияне залезли в рекордные за 2,5 года долги по кредитным картам. И также в российских компаниях начались проблемы с выплатами долгов в юанях. Вот, Игорь Владимирович, вас и попрошу все это объяснить, разъяснить, чтобы мы все поняли, к чему все движется. Давайте начнем с учетной ставки. Что она означает, 19%? Насколько я понимаю и насколько я помню, это уже не первый раз, когда Банк России поднимает учетную ставку. Да, она довольно сильно выросла. И мы видим намеки руководства Центробанка, что и дальше поднимут день процентов до 20. И, насколько мы понимаем, российский фондовый рынок это так уже и видит, и ожидает. Но ситуация же понятная, что инфляция нарастает, подавить ее не удается. И Центробанк изображает свою активность в борьбе с инфляцией. Каждое же ведомство, каждый министр должны изображать огромную активность, огромную рьяность в решении своих конкретных задач. Но Центробанк отвечает за подавление инфляции, за стабилизацию рубля. Он изображает, что он борется с инфляцией, поэтому повышает ставку. Но на самом деле это все довольно забавно, если еще учесть, что появился уже первый проект бюджета на будущий год, а там один из основных источников доходов – это рост НДС, а это как раз достигается только за счет роста цен. Цены растут, соответственно, увеличивается величина НДС, которые платят все потребители, ну и, соответственно, увеличиваются доходы бюджета. Поэтому получается, что если Центробанк, повышая ставку, подает инфляцию, то он подорвет исполнение бюджета, который приготовил сейчас Минфин. Ну вот картина такая. Но инфляция нарастает, и Центробанк по этому поводу изображает огромную озабоченность и якобы пытается это подавить. А чем это выльется? Как это будет ощущать само население России? Но оно это ощущает по-разному, в зависимости от того, к какому населению относится человек. Если человек относится к богатому населению, да, таких примерно в России 15, ну в лучшем случае 20%, то ему это хорошо, он может положить деньги в банк на депозит под более высокий процент и, соответственно, немножко дополнительно заработать денег именно на высокой доходности по своему вкладу. Да, сейчас уже вклады принимают более чем на 20% годовых, некоторые банки предлагают там пенсионерам, значит, 25%, ну и так далее. Значит, если богатый человек, он от этого выиграет. А если бедняк, то он всегда проигрывает, потому что он, если берет кредит на покупку какого-то товара, который ему нужен, на который у него сразу денег нету, то он, естественно, будет платить более высокую плату за кредиты. Многие кредиты и многие вещи, покупаемые в кредит, станут просто недоступными. Ну, кстати, одна из тем, о которых я говорил, да, о том, что россияне залезли в рекордные за 2,5 года долги по кредитным картам. Куда это будет двигаться, Игорь Владимирович? И а где же тогда брать деньги? Если ты, я так понимаю, если ты не работаешь в военно-промышленном комплексе, у тебя денег-то не очень. Ну, россияне, они сейчас находятся в состоянии такой, как вам сказать, ажиотажной покупательной активности. Они понимают, что впереди хуже, впереди долгая беда. Все-таки война идет 3 года, и хотя россияне делают вид, что они абсолютно на это все наплевали, им это абсолютно никак не значимо, никак их жизнь не испортит, но, конечно, люди понимают, что если страна влезла в войну на 3 года, то со временем будет все хуже и хуже, и они пытаются успеть прикупить, поэтому наблюдаем такой некий потребительский ажиотаж. Ну, расчет на то, что инфляция будет постепенно, значит, что называется, вести к росту доходов, и старые долги будут обесцениваться, ну, надежда на это. Надежда, может быть, на то, что вообще все рухнет, не надо будет возвращать долги. Как не смешно, но люди такие идеи развивают, и такие идеи в головах бродят. Ну, а так люди живут по-простому, они набрали долгов, и чтобы покрыть эти долги, они берут новые долги, и за счет этого покрывают старые. Поэтому в России есть как бы долги, которые перед банками, а народ еще бежит и покупает или берет что-то в долг, значит, в микрокредитных организациях, и за счет денег микрокредитных организаций гасит долги перед банком. Ну, вот такая история. Поэтому у нас есть регионы России, где, ну, как бы отношение необходимых в месяц выплат к заработку составляет от 80 до 110%. То есть человек должен выплатить в месяц на 10% больше, чем он вообще зарабатывает денег.
Ну вот так и живут. Но я так понимаю, поэтому они и берут кредиты, да, и оно вот... Чем этот цикл заканчивается? Вот чем? Уголовным делом каким-то? Банкротством у кого-то, кто похитрее, нормально. Но, как вам сказать, россияне сейчас научились делать хитрые вещи. Но это те, кто очень финансово грамотные и умные. Они свои заработки кладут на депозит в банке, но это богатые. Значит, получают большой процент. Одновременно, значит, открывают несколько кредитных карточек, у которых есть так называемый грейс-период, то есть льготный период, когда ты не платишь процент. За счет этих карточек покупает товары, значит, возвращает деньги в условиях, так сказать, хороших заработков быстро, тоже не платить процент. И, соответственно, за счет этого они получают как бы возможность тратить, не платя процент, а в то же время деньги, которые у них были, они положили на депозиты, зарабатывают. Но это богатые. А бедные, они надеются, что это сумеет как-то перекрутиться. Но окончается это банкротством. В России идет огромный поток банкротств, личных банкротств, не компаний, а личных банкротств. И появилась целая там группа уже, так сказать, специалистов юридических, которые прямо развешивают объявления, значит, на московских и других городов, улицах о том, что быстро проведем банкротство, обращайтесь, поможем, какие проблемы. Вот это тоже происходит. Но человек, прошедший банкротство, он оказывается ограниченным в своих правах, у него, так сказать, контроль за заработками, он мало чего может делать, он 3 года не может брать кредиты, ну и так далее. Но люди на это идут, потому что понимают, что надо успеть прикупиться сейчас, пока есть какие-то товары, пока есть какие-то деньги, пока еще дают кредиты, дальше будет хуже. Люди как бы пытаются сейчас создать такой имущественный запас на будущее время. Понимаешь, что впереди времена тяжелые, их плохие. Вот вы вспомнили, Игорь Владимирович, о бюджете, который уже, я так понимаю, на 25 год уже есть он, да, его или будут голосовать, или еще придется, но суть в чем, что 40% расхода этого бюджета – это нужды войны в Украине. Насколько это и как это будет влиять на Россию? То, что я уже и говорил, да, если ты не работаешь на заводе, если ты не изготавливаешь какие-то там снаряды или какие-то там нужды для фронта, тогда денег у тебя нету. Ну, смотрите, значит, еще раз, Россия сейчас распадается на две разные группы людей, которые живут совершенно по-разному, у которых абсолютно разные перспективы. Те, кто прикованы к войне, те, кто присосались к войне, кто приросли к войне, у них все неплохо. Они так называемые выгодоприобретатели от войны, или, как их называют научным языком, бенефициары войны. Они зарабатывают, и я думаю, что в этом году в России вырастет число миллиардеров, которые хорошо вполне зарабатывают на войне, и вырастет число людей богатых, которые работают в этом комплексе. Даже я не обязательно имею в виду чисто собственно рабочих, но все менеджеры этих военных заводов, все, кто из малого или среднего бизнеса что-то поставляет для войны, зарабатывают хорошо, им радостно, они хотят, чтобы эта война шла вечно. Да? А те, кто не работает на оборонную промышленность, не поставляет что-то в армию, у них ситуация плохая, особенно у пенсионеров. Российские пенсионеры вроде какое-то время начали выходить какой-то так бедности, более-менее такой ужасной, начали немножко лучше жить. Даже какой-то был момент, когда они перестали быть самой нищей группой населения России. Этой группы стали семьи с маленькими детьми. А сейчас ситуация опять очень плохая, что зарплата подросла, под зарплату выросли цены, а пенсии-то не выросли. В России 140 миллионов, примерно 42 миллиона людей – это пенсионеры. У них пенсии растут очень слабенько, пенсии маленькие. Ну, там, я же все время получаю письма от пенсионеров. У кого-то там 13 300, у кого-то 14 700, ну, у кого-то там чуть больше 15 200. Ну, вот это крохотные пенсии. Они индексируются на 5-7% в год, а потребительские цены в России сейчас растут на 23% в год. Поэтому пенсионер каждый год становится все беднее и приближается ситуация нищеты. Он вообще ничего купить толком не может. Он там оплачивает коммуналку, а уже там на лекарства и питание начинаются проблемы. В одном месяце покупаешь лекарства, но сидишь впроголодь, в другом немножко откармливаешь, но сидишь без лекарств, пытаешься каким-то образом выжить. Ну вот эта картина. Так что большинство населения России, они будут страдать, у них будет падать реальный уровень жизни, потому что им зарплату никто повышать больше не будет. Этот период повышения зарплат уже в России завершился, резервов нету. Но те, кто присосался к войне, те будут жить лучше. Игорь Владимирович, вот крупный российский бизнес столкнулся с проблемами с погашением долгов в китайских юанях из-за дефицита юаней на российском рынке. Как это можно объяснить, почему дефицит этих юаней и что означает то, что у российских компаний начались проблемы с выплатами долгов в юанях? Ну, там сложная история, там связана она с тем, что Китай, он очень так аккуратно дистанцируется от России.
и не очень хочет как бы ей помогать всякими денежными операциями. Все боятся, что, собственно, китайские банки попадут под санкции. Поэтому возникли очень сложные ситуации с получением юаней в России и даже отправкой юаней в Китай. Китай, например, не очень принимает юани, которые идут из России. То есть, если ты там купил, значит, юани там на московской валютной бирже и пытаешься ими заплатить за товар китайского поставщика, то ты не можешь эти деньги отправить в Китай. Китай их не принимает. Хотя это китайский юань. Ну вот возникло такое невероятное деление, но я не придумал, может, мне легко проверить. Возникла градация чистый юань и грязный юань. То есть за китайский товар китайскому поставщику можно заплатить чистыми юанями. Чистые юани – это те, которые ты сумел купить каким-то образом или получить, значит, в Китае. Тогда ты можешь ими платить. Если ты купил юани на московской бирже, то ты заплатить не можешь, ты долг погасить не можешь, и у тебя возникает ситуация, что ты товар получил, но ты в долгах, и, соответственно, следующую партию товара тебе уже никто не отправляет, потому что ты не погасил долг по предыдущей партии. А у тебя юани есть, но они как бы не полноценные, их никто не принимает. Поэтому российские компании, сейчас вот попав в эту ситуацию задолженности, они реализуют невероятную схему по кошмарности, но она реальная. То есть эти компании пытаются каким-то образом купить в третьих странах золото. Это золото, значит, как бы продать, значит, кому-то в Сингапуре. В Сингапуре за это золото получить чистые юани. Эти чистые юани из Сингапура перевести на счет в банке своему поставщику. Но поскольку между Сингапуром и Китаем нет как бы нормального банковского расчета, то еще нанимаются специальные курьеры, которые летят в Сингапур, берут платежные документы в Сингапуре по этому переводу юаней и везут ножками, что называется, в Китай поставщику платежные документы, подтверждающие, что платеж осуществлен. Ну вот такая картина. Ну вот это как раз свидетельство того, что Китай, он очень так аккуратно дистанцируется, не очень рвется помогать России, он соблюдает свои интересы, а его интересы как раз в том, чтобы не очень активно помогать России. Вот, кстати, в контексте Китая, вот Китай и Индия – это главные покупатели нефти с России, да, и вот за последние 30 дней, месяц, Индия сократила покупки на 20%, а вот Китай немножко больше купил, нежели обычно. Почему так происходит, Игорь Владимирович? И вот падение цен на нефть, они сейчас поднимаются, но насколько это может повлиять на Россию? Ну и меня, конечно, интересует войну России в Украине, потому что единственный, я так понимаю, доход России – это нефть и доллары с этого черного золота. Смотрите, более того, там не только Индия сократила, вот у нас сегодня пришла информация, что Турция 2 раза сократила закупку нефти в России. Причина, я думаю, состоит в том, что, значит, ну как бы России удалось несколько сократить дисконт по Urals по отношению к Бренту, он стал меньше. Ну и покупатели начали искать другие альтернативы, поскольку нефти в мире, в общем, сейчас найти можно, и есть разные поставщики, которые готовы поставлять нефть, и, в общем, в любом количестве, причем это не только страны ОПЕК, есть много других стран, которые готовы продавать нефть, то мы уже видели ситуацию в прошлом году, когда Индия начала вдруг сокращать закупки, и тогда начала довольно активно покупать нефть, скажем, у США. Вот, потому что по цене было нормально, расчеты были проще, доставка была лучше, поэтому, в общем, индийцы начали... Там, понимаете, еще ведь какая проблема с Индией? Значит, в Индию везут очень старые корабли, так называемый теневой флот России. А это опасные корабли, они очень старые, изношенные, обычно это корабли, насколько мы знаем, которым лет 30. А танкеры, считается, можно эксплуатировать, ну, более-менее безопасно до 16 лет, а потом они уже становятся такими аварийно опасными. И индийцы начали эти корабли не впускать в порты, потому что они старые, опасные, произойдет авария, порт погибнет, да? Они стали их не впускать, поэтому корабли, значит, оказались на рейде, с рейда пытались перегрузить нефть, это все очень сложно и неудобно. Американцы присылают в новых танкерах, поэтому для Индии это более беспроблемная поставка. Так что, в общем, мы видим, что даже Индия, она как-то ищет альтернативы, и если пойдет снижение цены, то не исключено, что они найдут себе более дешевых, более удобных поставщиков в других странах. Таких игроков на рынке много. Тот же Иран, кстати, все время предлагает индийцам нефть по цене ниже российской, дает скидку. Так что Иран такой, знаете, специфический друг России, который в любой момент хочет откусить твой кусок и захватить кусок индийского рынка вместо тебя. Так что я думаю, что, скорее всего, индийцы нашли какие-то поставки иранские. Вот, и, соответственно, Россия теряет часть рынка индийского.
Ну, а Китай, наверное, да, покупает, потому что ему нужна возможность как-то торговать. Китайская позиция странная. Она, с одной стороны, китайская экономика заинтересована в поставках товаров в России, чтобы каким-то образом загружать, в общем, неустойчивую китайскую экономику. А с другой стороны, они боятся, что их банки попадут под санкции. Поэтому все время идет какое-то лавирование, и оно меняется месяц от месяца. Правильно ли я понимаю, Игорь Владимирович, при желании тех же Соединенных Штатов Америки, при больших санкциях, они бы могли сократить продажи нефти тому же Китаю? Тут, знаете, даже дело не в санкциях. Тут дело в том, что нужно, ну, как бы помочь больше добывать и больше продавать нефти. И, кстати, это начинает происходить. Я вот долго следил за такой очень интересной историей. Значит, есть великая нефтяная держава Канада, которая может поставлять очень много. Но у них были проблемы. Там, по-моему, еще при Буше перекрыли трубопровод, который шел из Канады в США и через Мексиканский залив. Дальше нефть шла уже танкерами в мир. Американцы перекрыли. Там были какие-то конфликты. И, в общем, Канада оказалась не в состоянии существенно увеличить поставки нефти. Но вот сейчас мне написали из Канады, что они достроили трубопровод до берегов Британской Колумбии. И теперь будут уже не через США, а непосредственно со своих берегов отправлять танкерами в мир. То есть будут больше увеличивать. То есть есть довольно много стран, которые могли бы больше поставлять. И США, кстати, могли бы больше нефти поставлять. Но там против этого лоббирует довольно группа серьезных компаний, связанных со вторичной энергетикой, потому что если нефть дешевеет, то американский избиратель радуется. А те, кто вложил деньги во вторичные энергетические технологии, теряют деньги, эти технологии становятся менее востребованными. Ну, мир сложно устроить, поэтому понятно, что в США как бы вот идет борьба группировок, кто-то хочет больше добывать нефти, кто-то пытается поставить палки в колеса нефтяной промышленности, чтобы лучше продавать возобновляемые технологии. Поэтому там не все просто. Но кроме, повторяю, США, много стран, которые могут нарастить. Если, например, те же США все-таки каким-то образом договорятся с Венесуэлой, то, возможно, на горизонте нескольких лет существенно наращение из Венесуэлы. Тогда цены начнут падать. Собственно, прогноз уже на будущий год есть падение цен. Там крупнейший нефтетрейдер Ганвер дал прогноз на будущий год 60. Это для России уже очень большая беда, очень тяжелая катастрофа, и тогда возникают очень большие финансовые трудности, которые непонятно, как Россия будет гасить. Правильно я понимаю, Игорь Владимирович, что это вот как раз это тот потолок цен $60, и плюс эта вещь инертна, а результат от того, что очень низкая цена на нефть, мы не ощутим вот сейчас, я имею в виду, да, последствия для России. Ну, смотрите, $60 за баррель – это бренд. А это значит, для России это будет 55, еще ниже, потому что все-таки дисконт есть. А российский бюджет вот в этом году, например, он был весь просчитан по цене нефти где-то 70. Тогда России, чтобы свести концы с концами, придется очень сильно девальвировать рубль, потому что по-другому деньги не добыть. А это опять ускорение инфляции, это опять нарушение социальной стабильности, потому что люди очень начинают по этому поводу тревожиться, потому что обесценившийся рубль для россиян – это главный индикатор, хорошо дела идут в стране или нет. Это довольно забавно, но это ровно так. Поэтому правительство боится сильно девальвировать, но придется. В будущем году другого пути у России нет, россиян ждет девальвация. Значит, очень сильно подорожает весь импорт, он станет практически доступен только самым богатым, а россиянам останутся только товары отечественного производства, и тоже подорожавшие. Вот недавно была довольно любопытная статистика опубликована по рынку одежды России, где выяснилось, что, значит, собственно, Россия прикрывает только 30% потребного производства одежды, и то из этих 30% 80% отшивается в том же Китае, но под российскими марками. Поэтому без импорта, а если он подорожает, его даже продавать будет нельзя, потому что никто не сможет покупать. Просто российские магазины начнут пустеть. Россияне пока в это не верят, им кажется, что всегда будет полно, но это все такая иллюзия. Хотел бы вот также спросить, я понимаю, некому делать одежду, потому что все работают на то, чтобы было пополнение военно-промышленного комплекса, или я ошибаюсь? Тут очень много причин. Во-первых, первая причина была в том, что с 90-х годов российская легкая промышленность проиграла рынок. Китайцы делали дешевле. И просто многие предприятия исчезли, они просто закрылись, перестали работать. Осталось не так много предприятий, которые хоть как-то крутятся. И то они пытались производить в России, та же Gloria Jeans, например, известный российский производитель, они долго пытались там шить в России. Потом, значит, тоже сдались и начали заказывать в Китае. Так что, в общем, эта ситуация сложная. Это началось еще до войны, а сейчас усугубилось, потому что люди уходят, огромный дефицит рабочей силы. Вот сейчас последние
оценки, что уже сейчас в России дефицит рабочих рук 2 миллиона человек, и в ближайшие годы он составит до 4 миллионов. И вот покрыть этот дефицит нельзя, он будет только нарастать. Потому что будет все больше людей погибать на войне, возвращаться инвалидами с войны, и покрыть этот дефицит будет невозможно. Поэтому российская экономика – это, конечно, интересный механизм, когда правительство рассказывает про бурный рост экономики в стране, где работать становится просто некому. Да, Игорь Владимирович, и вот если говорить о нефти, вот поиски в России, вот я читаю поиски в России новых крупных залежей нефти, которые могли бы заменить выбывающие из-за добычи запасы, снова не принесли существенных результатов. Об этом говорит глава Минприроды Александр такой Козлов, и он говорит, что было с начала 2024 года 5 месторождений разработано, но они там, их запасы очень малы, там буквально на месяц продажи. А вот другие месторождения, их нету или нет средств, как работать с ними. Потому что я помню, санкции в начале полномасштабного вторжения привели к тому, что многие корпорации, которые именно имеют оборудование, знают, как его использовать для того, чтобы начать бурение, разведку и другое, они ушли из России, а вот специалистов в России нету. Да, это правда. Значит, вообще ситуация с нефтью в России совсем не такая благоприятная, как людям в России кажется. Мне народ все время пишет, вы все время гадости рассказываете, а у нас нефти в недрах залейся, засыпься, навсегда хватит. Это все чепуха. Физические запасы в недрах ничего не значат. Важно только то, сколько будет стоить нефть извлечь из этих месторождений и сколько ты за эту нефть возьмешь. Если ты тратишь на добычу нефти больше, чем получаешь денег за ее продажу, то тебе нефть не нужна, да, и ты ее не будешь добывать. И это не теория, это практика. Вот только что крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» объявила, что у них были огромные планы, значит, разведки нефти на шельфе моря Лаптевых. Там потенциально огромные месторождения и нефти, и газа. И они откладывают все это геологоразведку, не добычу, геологоразведку на 5 лет, потому что при сегодняшней ситуации нет никаких шансов, что это хоть как-то окупится. В России дешевые месторождения давным-давно разработаны. Вот, а все новые, они дорогие, они дальше, они в более сложных условиях. И у России не очень хорошо с возможностями геологоразведки. Вы правильно сказали, что в России довольно много работало так называемых нефтеинжиниринговых компаний, которые очень хорошо умеют искать и находить нефть. Сейчас они ушли, остался, по-моему, только один Шлюмберже. Ну и, в общем, в России сейчас ситуация такая довольно невеселая. Там, скажем, в прошлом году был очень большой скачок объема бурения, но это бурение не вертикальное, а горизонтальное очень. Люди не всегда понимают, то есть вот у тебя есть скважина, но она уже меньше дает нефти. Ты пытаешься из нее пробурить боковые отверстия, ответвления, чтобы, может быть, откуда еще там пошла нефть. Вот когда были иностранцы, они довольно хорошо показывали, куда надо бурить, и поэтому бурение было не нужно в больших масштабах. А сейчас никто не умеет в России так хорошо находить эту нефть под землей, по данным геологоразведки, там, локации. Поэтому бурят на обум лазеря, куда попало. Бурит очень много, это все дорого, это все ложится на издержки, съедает прибыль, но далеко не всегда находят нефть, поэтому, что называется, дебет не растет скважины, и, в общем, а издержки растут. И это будет означать, что нефтяная промышленность России может прийти к ситуации убыточности. Никто в это не верит, просто по той причине, что люди забыли 90-е, когда была низкая цена нефти, и многие российские нефтяные компании были убыточны. Посмотрите историю 90-х годов, увидите. Кстати, Игорь Владимирович, вот много секторов экономики убыточные, но есть деньги, да, или хотя бы были деньги, и в первую очередь они шли за счет продажи нефти. А вот в той ситуации, которую вы сейчас рассказали, если уже нефть будет в минусах, тогда где брать деньги? У населения. Недаром в России появился термин «люди новая нефть». Это значит, что деньги будут отнимать просто население. Всеми возможными. Этот процесс уже начался. Я о нем писал 1,5 года назад, в своих лекциях рассказывал. Народ над этим веселился, думал, что я придумаю какие-то такие опасные и страшные истории. Да нет, посмотрите уже у вас. Значит, отменена плоская система налогового обложения. Доходов с будущего года вводится прогрессивная шкала. А там же картина такая, что там, значит, зарплата растет в силу инфляции, и ты вроде был по доходам суммарным меньше,
шкалы прогрессии, а теперь ты туда вполз неожиданно, теперь прогрессивный налог будет. И тебе, конечно, никто индексировать нижнюю границу не будет, а ты будешь по мере того, как зарабатывать все больше, платить все больше налогов. Так что прогрессивный налог уже пошел. Только что россиян отрезали от судебной защиты их прав в 10 раз, сразу повысив пошлину за подачу иска в суд по любому гражданскому иску. В 10 раз, да? Теперь это не подступишься. Повысили плату за развод, повышают акцизы, которые сидят в ценах многих товаров. То есть россиян сейчас уже очень активно обирают, у них отнимают деньги. И перспективы в этом смысле очень страшноватые. Россияне в это не верят. Они считают, что их кто-то будет беречь, холить или леять и не будет грабить. Да бог с вами. Все доходы и вся жизнь россиян никого в правительстве не интересует. Деньги отнимут любыми возможными способами. Игорь Владимирович, также у банков кончаются средства для семейной ипотеки. Лимиты по программе семейной ипотеки в России, по данным Минфина, будут исчерпаны к ноябрю 2024 года. Правильно я понимаю, что те, кто брали, вот есть муж, жена и маленький ребенок, они хотят где-то жить, они берут ипотеку под хорошие проценты, а теперь этих хороших процентов не будет? Ну да, там немножко добавили, на это, по-моему, миллиардов 100 рублей добавили, но это, в общем, копейки. Вот. А так, конечно, потому что такое семейная ипотека? Это бюджет, государство доплачивает, чтобы ты улучшил жилищные условия. Ну, как бы сегодня не в приоритете у государства улучшение условий жизни населения. У него в приоритете, понятно, что оружие, война и, значит, соответственно, оккупация. Вот они на это деньги тратят, а население нет. Поэтому отменили льготную ипотеку. Значит, довольно жесткие остались лимиты по семейной ипотеке. Я повторяю, добавили, а сейчас, ну вот уже с ноября, видимо, закончится, нужно ждать следующего года, когда появятся новые лимиты на будущий год. Ну, картина такая. Еще раз, поддержка населения требует денег. А денег на это найти все сложнее государству. И в будущем году мы вот еще не видим весь бюджет, пока есть какие-то только первые сведения про военные расходы, и мы еще их не можем проверить, это пока утечка информации. Но вот 30 числа должен быть опубликован очередной проект бюджета, уточненный на 2025 год, и там, вероятно, очень многие статьи мирной жизни российской будут сокращены. Вот кто-то ожидает двукратного сокращения расходов на науку, на что-то еще, но уже идет это повсюду. Жизнь россиян становится все более такой мрачной. Сейчас, скажем, мы наблюдаем картину, когда российское государство запретило больницам государственным покупать импортные лекарства. Они дорогие, надо экономить деньги, разрешая, но теперь лечить только российским. Российские лекарства, ну что скрывать, они довольно плохие, они дают побочные эффекты. И иногда побочные эффекты сильнее, чем лечебный эффект. Но импортные лекарства запрещено покупать. Все. Значит, а многие мне уже пишут, что положили в больницу, а лекарств нет вообще. Бинты приходится покупать самому, одноразовые полотенца самому, жидкости для лекарств, для инъекций, для капельниц нету. Принес своему родному, значит, его полечили. Не принес, он полежал и помер. Ну вот картина такая. Игорь Владимирович, это немножко вот вопрос с сарказмом у меня, но как нету денег, если вот за подписание контракта с Минобороны 2 миллиона рублей, это 20 тысяч долларов, кто не понимает, а вот последняя информация, подписал Путин указ, что те, кто уже есть на оккупированных территориях, если они соглашаются забрать с собой семью, им тоже будут платить до 5 миллионов рублей, это 20, это примерно 50 тысяч долларов. Как нету денег на образование, как нету денег на другие сферы, если вот здесь $1000 долларов? Еще раз. Те, кто присосался к войне, те будут при деньгах. А эти деньги будут взяты за счет остального населения России. Вот и все. Ведь, посмотрите, пенсионер получает маленькую пенсию. Он идет в магазин, покупает продукты питания. В продуктах питания сидит НДС. Продукты питания дорожают, величина НДС в цене растет. И получается, что пенсионер отдает все большую часть своей пенсии тем, кто будет жить на этих территориях новых, бывших украинских, и будет со своей семьей там строить себе комфортабельную жизнь. То есть у одних забирают, другим дают. Такая картина российской жизни. Запреты экспорта топлива. Почему так? Почему много же нефти, много перерабатываем? Почему постоянные запреты и почему дефицит должен быть в России там бензина и дистоплива? Ну, смотрите, значит, начнем с простого. Россия ведет тяжелую войну. Да? Значит, соответственно, появился огромный потребитель, которого раньше не было.
То есть был некий баланс производства и потребления бензина и дистоплива. Значит, в этом бензине и дистопливе никто не предусматривал, что будут такие огромные расходы по военной технике. Значит, теперь это все тратится. Значит, появился новый тип потребителя с очень большими запросами, причем запросами приоритетными. Да? Значит, появилась как бы новая зона потребления моторного топлива, которой раньше не было. Значит, она потребляет. Второе, конечно, идут атаки на НПЗ. И это, видимо, существенно сказалось на мощностях российских. Мы точно этого не знаем, эта информация засекречена. Но судя по тому, что, значит, возникают проблемы, запрещает экспорт, судя по тому, что движется вверх несколько цена на бензин и дистопливо на бирже, на оптовом рынке, значит, Россия испытывает определенные проблемы с моторным топливом. Поэтому вот такая картинка рисуется. И, соответственно, мы ожидаем роста цен на бензин и дистопливо дальше, потому что если будут продолжаться атаки и выходить из строя оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, то отремонтировать это будет все труднее и труднее, потому что там оборудование часто импортное, хорошее когда-то закупили, его выводят из строя, заменить его сложно. Китайцы запасные части не дают, они тоже себе на уме, они говорят, ну вот, если у вас какой-то узел сломался, то покупайте этот узел целиком китайского производства. То есть у тебя могла сломаться 1/10 часть деталей этого узла, но тебе нужно будет покупать весь узел, китайцы иначе не продают. Вот вам картина такая. И об этом не я говорю, почитайте, есть выступление мэра Москвы Собянина, который очень жалуется, что Китай себя ведет нехорошо, детали не дает, продает только целиком технологию и целым узел, причем ставит двойные цены, никакой дружбы нет, как сказал мэр Москвы, мы попали в ситуацию экономической войны на Востоке. Мы-то думали, что там друзья, а там враги, мы с ними теперь на Востоке тоже воюем. Ну, картина такая. Игорь Владимирович, ну и, конечно, вспомним о газе, потому что «Газпром», я сам помню, что еще 10 лет назад, если смотришь там финал Лиги Чемпионов футбольный, всюду пишет «Газпром». Футбольные команды, всюду «Газпром», сейчас этого нету. За 23 год, впервые за 25 лет, если я не ошибаюсь, убытки в «Газпрома», там 7 миллиардов долларов. И вот сейчас говорят о том, что многие страны европейские начали судиться с «Газпромом», и там сумма 20 миллиардов долларов. Да. Как это повлияет, что это за иски и не добьет ли это полностью «Газпром»? Ну, там все довольно сложно, потому что, с другой стороны, сколько мы понимаем, «Газпром» пытается реанимировать поставки в Европу. Смотрите, нет европейских санкций, запрещающих поставки газа в Европу. Эти санкции вроде должны быть введены только в 2027 году, пока какие-то санкции только по сжиженному газу, а по трубопроводному санкций нету, их никто не запрещал. Это Россия прекратила поставки, чтобы заставить Европу отказаться от поддержки Украины, и поэтому вот она создала прецедент, при котором она как бы нарушила контракты на поставку газа, и теперь в суде ей будет довольно трудно отбиться. Почему она не поставляла газ, почему нарушила контрактные обязательства, ее могут наказать. Ну, конечно, эти деньги для нее найдет государственный бюджет, но 20 миллиардов – это серьезная сумма. Это практически 2 триллиона рублей, считайте, по нынешнему курсу. Это довольно такой сильный будет удар по бюджету России. Это примерно 1/18 бюджета. Не такие маленькие деньги. Так что картина такая. Они сейчас пытаются «Газпром» как-то в России спасти, но как-то так, знаете, довольно специфическим образом. Они вроде, с одной стороны, хотят сократить налоги на «Газпром», но, с другой стороны, больше забрать прибыли «Газпрома» в виде дивидендов. Ну, вот как бы такая странная картина. То есть «Газпром» все равно прибыли для своего собственного развития не будет получать. То, что он получит как прибыль из-за того, что у него снизили налоги, значит, у него заберут как дивиденды, поскольку государство крупнейший акционер «Газпрома». Ну, в общем, картина такая, что компания вот как таковая будет без денег все равно. Вот она сейчас без денег и будет дальше. Игорь Владимирович, хотел бы вас спросить следующее. А есть ли сектор экономики в России, который, вот, скажем так, не болеет? Ну, я не то, чтобы за, конечно, да, я только чтобы умирало все, но вот есть, где они могут похвастаться, вот все движется отлично, вот прогресс, и вот мы давайте будем этим хвалиться. Ну, как вам сказать, что значит прогресс? Если рост производства, то да, в военном комплексе он был, и то мы видим, что прекращается рост производства даже в военных отраслях. Это тоже понятно, потому что они уперлись в стену, они загрузили полностью
производственные мощности, которые были раньше недогружены, они их загрузили. Но дальше они эти мощности уже нарастить не могут, потому что нарастить мощности оборонного комплекса надо строить предприятия. А это становится в России таким, ну, труднорешаемым делом. Ну, потому что, чтобы построить предприятие, у тебя должны быть резервы ресурсов, да, которые ты потом в это производство направишь. А в России уже все, что называется, подобрали. И в России, скажем, довольно серьезный энергетический кризис уже возник. Почитайте выступление, значит, двоюродного зятя Путина, министра энергетики Цивилева на Восточном форуме. Он сказал, мы проели абсолютно все резервы Советского Союза в энергетике. Нам теперь нужно очень много денег вложить, чтобы покрыть дефицит электроэнергии. А если у тебя дефицит электроэнергии, как ты можешь построить предприятие новое? У тебя для него электроэнергии нету. Поэтому там ситуация такая, чтобы построить предприятие, должен буду внедрять систему верных отключений потребителей. Ну, вот такая картина, потому что иначе мне просто электроэнергию взять неоткуда. Поэтому какую-то сферу, где идет какой-то такой устойчивый подъем и улучшение качества продукции, выделить нельзя. Программы импортозамещения довольно сильно проваливаются. С ними мало что получается. Но, в общем, практически обычно получается это тем, что, значит, деньги тратятся, потом предъявляется некий российский продукт, а выясняется, что на самом деле китайский, только с переклеенным шильдиком. Поэтому сейчас российская электроника, значит, она начала биться за то, чтобы, значит, ну, как бы снизить долю потребных российских деталей в электронике, чтобы она могла считаться собственной продукцией, могла участвовать в тендерах. Ну, то есть вот если там раньше я считал, что должно быть там 30% российской электроники, то они теперь кричат, вот пускай будет 90 китайской, 10 нашей, давайте все равно будем считать, что это российский товар, и он может покупаться по тендеру на государственные нужды. Ну, вот картина такая. Поэтому какой-то выделить отрасль, ну, я не могу. В сельском хозяйстве безрадостно, промышленность не военная находится в ситуации такого не очень веселого положения. Нет рабочих рук, нет оборудования, купить невозможно. Так что, ну, тут, в общем, найти какую-то зону счастья в российской экономике сейчас практически нереально. Ну, вот в Москве, может быть, вы найдете. Знаете, если выделить из страны России страну Москву, то в Москве все хорошо. В Москве больше ресторанов открылось в этом году. Московская буржуазия, которая хорошо получает деньги с войны, она гуляет, ходит по ресторанам. В Москве открылось больше ресторанов. Ну, вот это реальная картина. Да. И что интересно, что вот так и живут, да, я так понимаю, отдельно Москва, Петербург от России. Это тоже другая Россия. Да, это так. Игорь Владимирович, хотел бы также спросить вас, вот оккупация экономики России со стороны Китая, насколько тяжело при желании снова ставать независимым? Насколько это реально и насколько это потребуется времени, если вот случайно захотят быть полноценно с хорошей экономикой без войны? Ну, я бы сказал, что сегодня это просто нереально. Значит, ну, смотрите, значит, ну, Советский Союз пытался это когда-то сделать, но он ведь как это делал? Вот проводилась индустриализация. Все рассказывают, о, сталинская индустриализация, о, вот тут страна сама себя обеспечила, красота какая. Это говорят люди, которые историю не знают. Сталинская индустриализация вся была основана на том, что были закуплены целиком предприятия американские и европейские. Проекты были сделаны европейские, американские. Приехали огромное количество инженеров, квалифицированные рабочие, которые научили, значит, советских людей работать на этом оборудовании, и появилась некая промышленность, которая, в общем, помогала какое-то время СССР жить. Но это было международное сотрудничество. Сегодня представить, что кто-то будет активно помогать России развивать собственное производство, чтобы она могла отказаться от китайского товара, это нереальная тема, а сама Россия сделать ничего не может. У нее очень слабое, очень плохое машиностроение. Она потеряла очень много компетенций. То есть человеческий капитал утерян. Значит, тоже надо понимать, что для того, чтобы создавать собственно, нужно, чтобы был кто-то, кто это проектирует, кто организует технологические процессы, кто учит рабочих, ну и так далее. Все это совсем не так просто. Сейчас Россия слишком многое потеряла и продолжает терять. И решить проблему, стать опять самостоятельной державой, полностью способной жить без китайских товаров, я думаю, что это абсолютно нереальная задача. Игорь Владимирович, и последний вопрос. Вот Шойгу сменили на Белоусова в Минобороны Российской Федерации, я так понимаю, с целью, чтобы адаптировать всю экономику на военные потребности. Но, с другой стороны, я тоже пытаюсь это понять, что таким образом Белоусов во главе Минобороны России, он полностью вовлекает всю Россию в войну, и обратного пути нет.
Ну, трудно сказать, зачем его поставили. Это ваша гипотеза. А у меня, например, гипотеза совершенно другая, что ее поставили, чтобы прекратить масштабное воровство Минобороны. То есть его просто поставили как честного человека, чтобы он не прекратил ту безумную вакханалию воровства, которая там была. Посмотрите, сколько уже людей арестовано из Минобороны. Это же просто массовая посадка, уже можно делать... А что, а Шойгу очень дорог, очень старый друг, мы его не посадим? Ну, уберем другана на боковой путь, пускай там отсидит. Со всех его ближайших сотрудников мы, значит, соответственно, отправим на зону. Ну, вот эта картина такая. Поэтому я думаю, что главная задача Белоуса была не такая амбициозная, а просто каким-то образом ограничить масштабы воровства, чтобы деньги, которые гигантские теперь идут в Минобороны, хотя бы они шли на войну, а не уворовывались в большей части. Вот я думаю, что основная задача. В итоге его толком не видно, Белоусу, обратите внимание, время-то уже прошло. В чем его функция, что он делает, какие идеи, какие проекты, абсолютно его не видно, не слышно. Он только так иногда из тумана выходит, что-то такое мелкое говорит, и опять в тумане исчезает. В общем, его функция ни как министра обороны, ни как реформатора военной экономики России абсолютно не видна. Абсолютно, вот он, видимо, внутри только пытается каким-то образом разгрести эти авгиевы конюшни от Шойгу оставшиеся, и больше там, в общем, ничего от него не видно и не слышно. Белоусова не видно, а Игоря Владимировича Липсица очень хорошо видно, слышно. И спасибо вам большое за этот разговор. Как всегда, Игорь Владимирович, объяснили, разъяснили, разжевали, мы поняли и сказали спасибо. Всього доброго. Нагадаю, з нами був Ігор Ліпсиць, це доктор економічних наук. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою.